Добрый день, дорогие пекари! Сегодня я продолжу отвечать на те вопросы, которые накопились. Я постараюсь дать развернутые ответы, но если у вас будут еще какие-то уточняющие вопросы, пишите в комментариях, будем разбираться детальнее. Я сегодня снова выбрала несколько вопросов из наиболее часто встречающихся, объединила их по темам и постараюсь сейчас подробно на все ответить. Вопрос первый. Как испечь много хлеба в одной духовке? Если стоит такая задача, и нужно в течение дня напечь много хлеба, а именно в течение дня, потому что быстрее у вас точно не получится, я советую, конечно же, использовать в помощь себе холодильник. Вы заранее замешиваете, формуете заготовки и отправляете их в холодильник. И когда у вас подходит примерно 6 часов расстойки в холодильнике, вы начинаете их постепенно выпекать. Если действительно надо выпечь много хлеба, то здесь, конечно, каждый хлеб в одной гусятнице или в одном казане вы не испечете. Поэтому пользуемся подручными средствами. Первое подручное средство – это формы. То есть лучше печь в формах. И, например, есть такие формы антипригарные, они прямоугольные. Вы можете ту же самую форму использовать в качестве колпака. То есть мы не сажаем в гусятницу, мы берем две одинаковые формы. Они, кстати, недорого стоят. Есть даже алюминиевые формы, которые там копеечные, там несколько рублей стоят, продаются пачками. То есть можно взять формы одинакового размера, и в одну вы сажаете заготовку, а второй накрываете. Тогда в стандартную духовку у вас войдет, в зависимости от размера формы, 4-6 штук этих форм. За одну закладку в духовку вы испечете порядка 6 хлебов. Конечно, когда надо испечь много хлеба, мы делаем выбор в пользу формового, потому что подовый он занимает слишком много места. Другой способ, если вы все-таки хотите подовый хлеб, тогда вы разогреваете какой-то противень максимального размера, который у вас есть, вы заранее разогреваете его в духовке, берете какой-то коврик, либо пекарскую бумагу. Коврик желательно не силиконовый, а тефлоновый. Потому что на силиконовый коврик не скользит, его тяжело высаживать в духовку. Вы берете противень, по размеру противня вырезаете бумагу пекарскую, либо берете коврик. И на, как правило, стандартную духовку 4 небольшие заготовки, примерно по 400 грамм, они помещаются. Но здесь, естественно, у нас уже не будет колпака, не будет красоты, но вы всегда можете поставить снизу пар и за один раз испечь 4 подовых хлеба. Я пекла, получается. И вот таким способом, постепенно вынимая из холодильника хлеб, начиная с 6 часов от момента постановки на расстойку, через 6, через 7, через 8, и так до 20 часов расстойки, если у вас достаточно холодно в холодильнике, вы можете постепенно печь этот хлеб. Но достаточно это трудоемко, поверьте мне на слово, можете попробовать сами, но в бытовой духовке это непросто. Следующий вопрос. Как подготовить новые формы? Здесь речь идет скорее о формах без антипригарного покрытия, потому что если у вас формы с антипригарным покрытием, их никак готовить не надо, их достаточно помыть, обсушить и можно пользоваться. Если у вас формы алюминиевые, наподобие форм промышленных, L11 или им подобные, то можно поступить двумя способами. Можно каждый раз перед выпечкой смазывать эти формы маслом, и постепенно у вас накал образуется такой нагар масла, который будет препятствовать дальнейшему прилипанию. Я делала со своими формами иначе. Я обрабатывала их маслом, переворачивала на противень и отправляла на максимальную температуру, то есть я их обжигала вместе с маслом. Обжигала так 2 раза, и теперь я все равно смазываю эти формы перед выпечкой, но хлеб не прилипает уже ни при каких обстоятельствах. Можно сделать так же. Но опять же, если у вас антипригарные формы, их никак обрабатывать не надо, их достаточно помыть и пользуйтесь на здоровье. Продолжая тему подготовки посуды, как подготовить казан после покупки. Когда мы покупаем казан для приготовления плова, там есть определенный прям ритуал, как его готовить, его там обжигают с маслом. Здесь ничего этого не нужно. Казан нам нужен сухой,
чистый, без всякого жира, без посторонних запахов. Поэтому, когда мы его покупаем, единственное, что нам надо сделать, это избавиться от заводской смазки, которая может быть на поверхности этой посуды. Поэтому первый раз мы его засовываем в духовку, включаем максимальную температуру и прогреваем примерно час. Если есть какая-то смазка, она выгорит, она будет дымить, необходимо проветрить вашу духовку, потом ее промыть, протереть и точно так же протереть чуть влажной либо сухой тряпкой казан. Если вы увидели, что он стал сухим, он не блестит, он ничем посторонним не пахнет, после этой процедуры его можно спокойно использовать дальше для выпечки. Но если вы должным образом подготовили казан для дальнейшей выпечки, то старайтесь в нем ничего больше не готовить, потому что запахи плова, мяса, они впитываются в чугун, они остаются на стенках, и потом при разогревании этой посуды она будет отдавать этот запах, а посторонние запахи вам в хлебе совершенно не нужны. Поэтому оставьте ваш казан специально для выпечки хлеба, а если вам нужна посуда для других целей, используйте какую-то другую посуду. Следующий вопрос. Какова температура холодной расстойки? Я уже не один раз об этом говорила и много писала в комментариях, но вопросы снова возникают, поэтому решила акцентировать на этом внимание. Температура холодной расстойки оптимальная у нас от 6 до 10 градусов тепла. Желательно проверить температуру в вашем холодильнике. Поставьте туда термометр, замерите температуру на разных полках и выберите ту полку, на которой от 6 до 10 градусов. Если у вас температура ниже 6 градусов, около 4, то, скорее всего, тесто будет развиваться очень слабо в холодильнике. На самом деле в холодильнике оно продолжает расти, просто чем ниже температура, тем слабее оно там растет. Вот. Когда вы поднимаете температуру от 6 до 10, процесс ферментации продолжается, просто он идет медленнее, и медленно накапливаются ароматические вещества, обогащают наше тесто, и это именно тот диапазон, который нужен. В диапазоне от 6 до 10 градусов вы можете проводить холодную ферментацию на протяжении 12, 15, а то и 20 часов. Если у вас теплее 10 градусов, тесто будет созревать быстрее, вы увидите, что ваши заготовки растут, или тесто у вас растет в вашей емкости для брожения, тогда вы сокращаете время брожения до 6, максимум 8 часов. То есть, чем выше температура, тем меньше время холодной ферментации. И чем ниже температура, тем дольше вы можете держать тесто в холодильнике. Но еще раз повторюсь, оптимальная температура от 6 до 10 градусов тепла. Следующий вопрос. Что делать, если духовка может нагреть максимум 230 градусов? Этот вопрос возникает очень часто, потому что я пеку на очень высоких температурах. 275 градусов – это максимум моей духовки. И я разогреваю до максимума, потом снижаю температуру. И сразу возникает сомнение у тех, кто смотрит, что же делать, моя духовка может там 230 или 250 максимум, у меня, наверное, хлеб не получится. На самом деле все получится. Я проводила такой эксперимент. Я пекла 2 одинаковых хлеба при 230 градусах с колпаком и без. Без колпака с паром и с обычным моим чугунным колпаком, и показывала вам разницу. Все получается при 230 градусах, вам только придется чуть удлинить процесс выпекания. И при выпечке на 230 градусах я температуру не снижала. То есть у меня был период 15 минут под колпаком, потом колпак убирается и температура не снижается. Допекаем хлеб мы тоже на 230 градусах. Я оставлю ссылку на это видео в описании. Обязательно зайдите, посмотрите и будьте уверены, что если ваша духовка способна нагреть 220-230 градусов, у вас все получится, будет прекрасный хлеб. И ответ на вопрос, что же делать, печь, пробовать, адаптироваться к своей духовке и получать прекрасный домашний вкусный хлеб. Ну, на сегодня это все вопросы. Если возникают еще, пишите, буду записывать ответы для вас специально. Будем разбирать ошибки, будем учиться, будем печь и испечем еще много всего интересного.